Эмили, журналистка с репутацией остроумной и бескомпромиссной, была уверена, что ее следующая встреча с Илоном Маском принесет ей не только высокий рейтинг, но и возможность показать всем, что даже таких гигантов можно поставить на место. Маск давно был в центре внимания, его проекты по колонизации Марса, электромобили и футуристичные идеи о нейротехнологиях вызывали множество вопросов. Эмили решила, что пришло время подвергнуть его сомнению и высмеять. Она подготовила свои вопросы заранее, и план был прост – показать Маску, что его идеи – это не что иное, как дорогие и сложные игрушки для богатых, которые не решают реальные проблемы. Сначала она осторожно подняла вопрос о марсианских мечтах, потом затронула тему его амбициозных проектов по созданию электромобилей, которые доступны лишь элите. В ее словах звучала явная ирония. Мол, на Земле есть куда более насущные задачи, чем полеты на Марс или роскошные автомобили, которые могут позволить себе единицы. Зрители были настроены на зрелище, ожидая, что Маск либо замолчит, либо, как всегда, начнет оправдываться и объяснять свою точку зрения. Но ответ, который последовал, оказался для всех полной неожиданностью. Илон Маск, казалось, не был обижен или смущен ее замечаниями. Напротив, он сохранял спокойствие, будто Эмили лишь подняла банальную тему, давно обсуждаемую и не представляющую для него никакой угрозы. Он не стал защищать себя или свою компанию с обычной рекламной риторикой. Вместо этого он просто сказал, что его работа не заключается в том, чтобы угодить каждому, а в том, чтобы создавать будущее, которое будет лучше для всех. Илон Маск сказал, что большинство великих перемен начинается с идей, которые сначала кажутся невозможными или нелепыми, и что часто именно такие идеи и меняют мир. Он подчеркнул, что его проекты не для того, чтобы продемонстрировать свои достижения или утвердить свой статус, а для того, чтобы дать людям возможность жить по-другому, осваивать новые горизонты и решать проблемы, которые, возможно, никто даже не замечает. Эти слова, произнесенные с такой уверенностью, заставили Эмили почувствовать себя неловко. Весь эфир прошел в затишье. Она ожидала увидеть Маска в растерянности или хотя бы на секунду сбитым с толку, но этого не произошло. Он не только не оправдывался, но и задал такой философский тон, который не оставил ей возможности продолжать наступать. После эфира Эмили поняла, что это был не просто провал ее попытки его высмеять, это был урок. Она осознала, что иногда даже самые смелые и дерзкие высказывания могут быть вогнуты в отражение того, что мы не всегда видим или понимаем. Илон Маск, несмотря на всю свою публичность и странности, не был человеком, с которым можно было бы так легко сыграть в игру с иронией. Он показал ей, что за амбициозными планами и идеями стоят гораздо более глубокие цели, чем кажется на первый взгляд. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, то не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, где вас ждет еще много интересного.